Друзья, доброе утро. Начинаем нашу еженедельную встречу с традиционного видео. Я занимаюсь развитием IT-бренда, и сейчас мы за этот месяц проработали в целом стратегию того, что мы будем делать. В общем, будет полное переосмысление кухни, новые подходы, в общем, кухня будет делаться еще лучше. В воскресенье вечером мы вернулись из Китая, были там 10 дней, 3 из которых были как фуд-сафари, когда мы изучали, погружались в культуру потребления. А остальные дни это была проработка полностью нового меню для Китая. Контакт-центр сделал новую форму рекламации в системе Pyrus. Она стала теперь очень удобна. Переехала в Москву, у меня появилась большая новая команда. Мы проверили пиццерии на факт перемаркировки. Очень много выводов сделано, достаточно много нарушений проставлено. Сейчас я готовлю тренинг по HR-процессам для наших управляющих для Москвы и Петербурга. У нас появилось новое занятие на курсе «Старт». Мы сейчас обучаем ежемесячному планированию наших партнеров. Мы вторую-третью неделю делаем нагрузочное тестирование DodoIS. Не прям на проде, на окружении, которое похоже на прод. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими перспективными кандидатами. И, безусловно, когда мы, наконец, все-таки подпишем Воркуту, мы сделаем небольшой праздник. Можно Гале привет передать? Галя, привет, мы по тебе очень сильно скучаем. Друзья, Хэллоуин был просто бомбический. Предлагаю поаплодировать всем, кто участвовал в организации. Спасибо большое. А я хочу еще представить нашего нового разработчика Женю Бикинина. Женя, выпускник Dodo Dev School, пришел к нам в команду, работал до этого в компании «Антиплагиат». И думаю, если вы когда-то писали курсовые, вы сталкивались с этими преподавателями, которые проверяли вас на плагиат. Итак, а теперь о найме в IT. Меня зовут Виталик Калинин. Собственно говоря, наймом в IT в компании я и занимаюсь. И сегодня, к сожалению, скорость нашей разработки не успевает за темпами роста бизнеса. И думаю, что многие из вас хотя бы раз подходили к Диме Павлову и с какой-то задачей по разработке DodoIS. И Дима отвечал вам что-то типа: задача важная, берем в бэклог. И сегодня, к сожалению, берем в бэклог, значит, что мы не знаем, когда мы эту задачу реально сделаем. И один из выходов из сложившейся ситуации — это рост IT-команды. Сегодня, чтобы привлечь в компанию одного разработчика, мы проводим в среднем 40 первых интервью, чуть больше 20 технических интервью, 3 тестовых дня. И это большой трудоемкий процесс, и все было бы ничего, но этих 40 человек нужно еще найти. И здесь мы сталкиваемся с большой проблемой, с проблемой конкуренции, когда разработчики просто не хотят к нам идти. Это связано с тем, что у нас нету сильного HR-бренда. Когда ты говоришь разработчику: не хотел бы ты поработать в пиццерии, первая ассоциация, которая у него возникает, это настраивать оборудование в пиццерии, делать какую-то автоматизацию для бухгалтерии, в общем, скучные какие-то рутинные задачи. И если ты говоришь разработчику, что у нас большая команда из 50 человек, то он чаще всего смеется тебе в лицо и говорит, что ваш бизнес просто дураки, ничего не понимают, зачем 50 человек нужны, чтобы делать пиццерию. А у нас вместе с тем очень высокие требования. Мы ищем не просто специалистов с большим опытом, которые разрабатывали сложные системы. Мы ищем еще людей, которые подходят к нам по культуре и по инженерной культуре в том числе. И это все накладывается еще и на то, что в каких-то своих внутренних ресурсах мы ограничены, будь то финансовые ресурсы или просто наше время, наши руки, которые у нас есть. Сейчас команда разработки Dodo Pizza — это чуть больше 50 человек, и перед нами стоит большая амбициозная цель — вырасти за 2 года в 5 раз до 250 разработчиков
И эта задача заставила нас оглянуться назад, посмотреть на то, что мы делали, критически посмотреть на то, что мы делали, потому что очевидно, что с теми темпами роста, которые у нас сейчас есть, мы просто этой цели не достигнем. Мы, в общем-то, переоценили все это, составили какой-то roadmap изменений, план изменений, и сейчас я вам расскажу о том, что мы уже успели сделать и что мы собираемся сделать в ближайшее время. Во-первых, команда. Наша команда выросла. В середине лета к нам пришел Саша Панев. Саша рекрутер. Его основной фокус — это поиск и привлечение разработчиков из социальных сетей, LinkedIn, там, каких-то профильных сообществ разработчиков. Обработка анкет, проведение первых интервью. Саша позволил нам просто увеличить нашу пропускную способность, единовременно общаться с большим количеством кандидатов, привлекать больше кандидатов. И еще в октябре к нам пришла Лиза Швец. Лиза работала в Microsoft в команде маркетинга, а теперь Лиза у нас займется построением нашего HR-бренда. Это очень важное тоже изменение, то, что мы разделяем эти два процесса, потому что всегда, когда мы приоритизировали задача, связанная с наймом человека здесь и сейчас, была важнее, и какие-то задачи, которые были у нас, какие-то идеи, которые были у нас связанные там, с какой-то нашей медиа-активностью, всегда уходили на второй план. Теперь это изменится. И сейчас мы ищем еще одного сильного IT-рекрутера в команду, который поможет нам еще больше скакнуть вперед, больше нанимать разработчиков. Другие изменения коснулись самого процесса разработки. До недавнего времени он был организован у нас при помощи доски в Trello. Это до известной степени работало. Нам приходилось, конечно, прикручивать какие-то костыли, Google формы, Google таблицы для того, чтобы там считать статистику. Но с ростом количества вакансий, которые есть у нас в команде, с ростом количества человек, которые работают с этой доской в Trello, в общем, это просто стало каким-то узким бутылочным горлышком. И мы тоже здесь предприняли, и здесь мы решили переехать на систему автоматизации процесса подбора. Система, которую мы выбрали, называется Workable, и она дает нам на самом деле достаточно широкие возможности. Ну, во-первых, это весь процесс в одном сервисе. То есть все, что касается коммуникации с кандидатами, оценки, назначения интервью, сбора статистики, все реализовано в одном сервисе. Это достаточно удобно смотреть, мониторить. Мы получили возможность при помощи системы тегов и умного поиска работать с базой кандидатов, возвращаться к кандидатам, с которыми мы общались какое-то время назад, не терять их из виду, делать какие-то рассылки, когда у нас происходят какие-то события, чтобы возвращать их, напоминать о том, что у нас есть работа. Мы получили возможности для автоматизации процесса. Это все, что касается отправки писем, назначения интервью. Это все, что касается формы для отклика на наши вакансии и публикацию наших вакансий единовременно во всех сервисах. И самое главное, наверное, мы получили возможность онлайн в реальном времени следить за метриками, которые, собственно говоря, характеризуют весь наш процесс. И о метриках я хотел бы отдельно рассказать. Собственно говоря, метрики мы мерили и раньше, но из-за того, что в Trello это нужно было делать полностью вручную, то на постоянной основе мы смотрели только на то, сколько кандидатов у нас приходит, то есть верхняя часть воронки, и сколько получается на выходе. При помощи Workable, на который мы переехали, мы декомпозировали весь этот процесс, и теперь мы видим, как работает каждый отдельный этап. Мы смотрим на конверсию, то есть на каком этапе сколько кандидатов у нас отваливается, почему мы им отказываем и, может быть, почему они сами уходят от нас на каком-то этапе. Мы смотрим на общую скорость найма, сколько кандидат ждет отклика, сколько кандидат ждет между тем, как мы организуем ему следующее интервью, сколько вообще занимает весь процесс найма. И мы получили возможность еще достаточно детально анализировать источники, из которых к нам приходят кандидаты.
сколько кандидатов приходит, какого уровня кандидаты. Мы можем реагировать достаточно оперативно, если в каком-то источнике у нас кандидатов становится меньше. Что касается HR-бренда, к нам пришла Лиза, и первое, что мы сделали, это решили поставить работу с брендом на какой-то системный поток. Мы разработали позиционирование нашего бренда, сделали бренд-платформу, выявили какие-то ключевые ценности, которые мы будем доносить нашим разработчикам. Я думаю, что подробно об этом расскажет Лиза на одной из еженедельных встреч, а я, в общем-то, только расскажу о том, что ждет нас в ноябре, какие у нас мероприятия по, в общем, нашему медиапродвижению будут в ноябре. А это две большие конференции. Первая из них — это HighLoad. HighLoad — это конференция для разработчиков высоконагруженных систем. Но фактически это элита разработки, это социальные сети, поисковики, Яндекс, Авито. Это разработчики, которые делают действительно сложные задачи. В этом году на HighLoad будет больше 2500 участников, 160 докладов, и среди этих докладов Глеб Лесников. Да, спасибо, Глеб. И на самом деле это определенное признание Dodo Pizza как технологической компании. Это большой прорыв для нас, большое достижение для нас. Другая конференция, которая пройдет в конце ноября, это .next. Это конференция для разработчиков нашего стека. Наверное, самая большая конференция для разработчиков нашего стека. В этом году на конференцию приедет гуру .NET разработки Джеффри Рихтер. Это архитектор Microsoft Azure, на котором мы все сидим, автор множества книг, на которых, в общем-то, учатся, развиваются все разработчики. И вместе с ним на одной сцене выступит Гоша Полевой на разогреве. Да. А мы собираемся Гошу поддержать. Мы идем на эту конференцию со стендом спонсорским. Там мы будем рассказывать о том, что такое культура Dodo Pizza. И для этой конференции мы готовим игру. Это игра «Текстовый квест» о том, как разработчик Dodo Pizza идет в Гембу поработать курьером и с какими там он трудностями сталкивается. В общем-то, мы вдохновлялись отчетами, мониторингом отзывов наших клиентов, поэтому ни одно кашпо, которое пропало из подъезда, и ни один кусочек пиццы, который не доехал в итоге для клиента, не останется забытым. Мы попытались придумать ситуации, в которых это было бы возможно. Dodo Dev School. Я уже когда-то рассказывал о том, что мы наш внутренний Dodo Dev School, школу разработчиков, запустили в публичное пространство. Мы пригласили людей, которые интересуются Dodo Pizza, разработчиков, которые интересуются Dodo Pizza, или разработчиков, которые когда-то были у нас на интервью, пройти эту школу. Она закончилась в сентябре. Уже 2 человека пришли к нам из этой школы, еще 2 после Нового года придут к нам на интервью, и здесь мы получили один важный инсайт. Вот та инженерная культура, которая есть у нас в компании, которая для нас является обыденностью, эту инженерную культуру, эти инженерные практики сложно получить вовне, потому что очень мало компаний в России действительно их применяют, а для нас это какое-то необходимое требование. И мы поняли, что многие серьезные разработчики, которых 5+ лет опыта, приходят к нам на интервью и показывают себя, не знаю, с не очень хорошей стороны, показывают как джуниор-разработчики. Мы поняли, что мы должны, чтобы вырасти, мы должны вот эту нашу компетенцию вынести наружу. И к нам появился Антон Бевзюк, который возьмет на себя, агрегирует все, что связано с развитием разработчиков внутри и снаружи. Перед нами стоит большая цель. Мы хотим подготовить курс по разработке и запустить его в одном из московских вузов, чтобы уже с молодых ногтей разработчиков в общем, приучать к хорошей культуре. Но сейчас у нас первые фокусы — это просто организация масштабной стажировки внутри компании, переработка DevSchool, чтобы мы могли вот этих кандидатов, которые уже сейчас к нам идут, но по какой-то причине не устраиваются на работу, чтобы мы могли их дотягивать и в итоге приглашать.
Пока Антон готовит стажировку, мы уже пошли в студенческое комьюнити. Саша Андронов выступил на дне программиста Бауманки, рассказал, как можно расти разработчику, спойлер, в Dodo Pizza. Сейчас мы собираемся спонсировать, участвовать в хакатоне Высшей школы экономики. Ну, собственно говоря, мы развиваем осведомленность студентов о том, что Dodo Pizza такая компания, которая привлекает разработчиков. Расскажу о результатах. Значит, мы сделали календарь найма, то есть это некий график нашего роста, как мы должны расти, чтобы в итоге добиться нашей цели, нанять 250 человек, вырасти команду до 250 человек. В октябре к нам пришло 3 человека, и мы сейчас все равно отстаем от этого графика. Нам нужно быстрее разгоняться, быстрее расти. Мы продолжаем расти с точки зрения привлечения кандидатов. Кандидатов становится все больше и больше. Они пока там, не конвертируются или плохо конвертируются в нанятых сотрудников. И, ну, в частности, там, школа разработчиков должна там, помочь нам с этим. Еще у нас выросло время, которое занимает весь процесс найма, до 18 дней. И ну, мы считаем, что это очень плохо. Сейчас наш, наверное, один из основных фокусов будет на то, чтобы сокращать это время. И в конце скажу, что у нас сейчас есть на холодильнике метрика, сколько, ну, об актуальном состоянии найма. Мы эту метрику в ближайшее время переработаем, перенесем на первый этаж, чтобы все могли видеть, смотреть за нашими успехами, неудачами. Если у вас есть какие-то идеи, буду признателен. Спасибо. Передаю слово